Ну что, кто следующий? Блядь, Да, опять из темноты. Вам оплатить счет электрический, что ли? блин, я так счастлива, я не верила, что ты перезвонишь. Вообще. Это... Перезвоню? Да, ну, в смысле, я не знаю, я впервые вообще в А, Инстаграм вошла, а понятно. тут еще и, да, Да обсудим у с меня тобой. тоже первое. Да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юля, Это уже хорошо. Сколько лет? А 35. как ты меня долго смотришь? А, Я слышала о тебе очень давно от друзей Охуительно. Так, дальше. да, мужского пола. И в последнее время мне очень часто закидывают, что у него есть там женский канал. Ага. Зайди, То есть ты меня послушай. вообще не смотришь? Только на Ютубе пару роликов. Я понял, хорошо. Вот, Начинай. такой вопрос. Так как мне уже достаточно много А, лет, я знаю очень так примерно твою позицию по поводу девушек, какой должна быть там жена. Я уверен, что ты это знаешь, посмотрев 2 ролика на Ютубе. Продолжай. Не-не-нет, в том-то и дело, что мои Ага, друзья, которые, ага, они не просто там подписаны на тебя ага, и в базе, и в Сигме, и там еще какой-то есть третий ага. канал, они Обосраться. Ну, там, ну, я не буду там рассказывать, ну, то есть они очень достаточно близки к тебе. Вот, мы живем там. я понял. Ты знаешь, такой анекдот есть, что приезжал Шостакович, ужасный был концерт. Говорит, да, откуда вы знаете? Вы там были? Говорит, нет, мне сосед напел. Вот. Ну Да, давай уже говори да. суть, что ты хочешь. Ага, суть в том, что я хотела спросить, если у меня жесткие проблемы начались в последний год с самооценкой, Так, то есть в связи с чем? в связи с я, во-первых, в разводе, Ага, ну не в разводе даже, у меня есть ребенок, которому 12 лет, ага, с отцом ребенка мы не живем, но он встречается с ребенком, они видятся, все у них, они ага. дружат. А ребенок Ему- мальчик? Мальчик, Это уже мальчик, да, мальчик. не ребенок. Кстати говоря, вот те 2 ролика, которые я смотрела твои, я смотрела с ним. Потому что мне бы очень хотелось ему как раз-таки это навязать. Я говорю, Я это понимаю, уже, ты меняй риторику, это уже не ребенок. 12 лет, все, это да, мужик, я... это мужик уже взрослый. Спасибо, Арсен. Я прям вот этих слов мне не У меня хватало. мать Ну и вот. у меня мать до сих пор меня ребенком называет. Люди в аху. Она куда-то пришла, говорит, сейчас мой ребенок придет, блядь. Я прихожу и говорю, что это за хуйня вообще? Бородатая. И как Хорошо. вот это, во-первых, побороть? Ну, то есть А он для что, меня действительно, он... что бороть надо? Я к нему отношусь как к мальчику маленькому. И это моя Ты проблема. Я хочешь, понимаю, что я... смотри, Мгм. ты хочешь, чтобы об него всю жизнь вытирали ноги. А как ты хочешь, чтобы к нему относились? Конечно, я хочу, чтобы его уважали, чтобы к нему лишний раз не подходили. Вот как я очень переживаю, сейчас он растет, что вот этот период, когда он просится гулять там по вечерам на улице, и я его от этого ограждаю. Я понимаю, что это плохо. Я ему говорю, в 8 вечера, чтобы был дома. Почему? Потому что я переживаю, что будет толпа крутых пацанов, которые подойдут к нему и скажут там, отдай свой скейт, ну там, то есть сейчас у него увлечение там, ну или Ты отдай свой знаешь, мяч. ты знаешь, что он будет ожидать от жизни? Прямо ожидать. То есть ты вот ожидаешь, что завтра будет рассвет, а потом закат. Ты строишь свою... Когда я говорю ожидать, я имею в виду, исходя из чего он будет строить свою жизнь. Он будет ожидать от жизни такого отношения к себе, которое он получает от тебя. То есть он вырастет, ему будет 20-25, и он будет ждать, когда кого-то найти, чтобы ему говорили нельзя, домой, сидеть, фас. Я тебя не ругаю, ты пойми, да? То есть я это просто, у меня такой, ты по-другому не поймешь. Я поэтому Да? тебя и слушаю, да. Вот, Да. хорошо, целых 2 подкаста слушаешь. И вот смотри, он не тупой, ему можно объяснить, и он сам примет решение. Что можно ему сказать? Как зовут пацана? Захар. Вот ты говоришь ему, Захар, смотри, понимаешь, а, огромное количество людей тебя рассматривает как легкую мишень и будет пытаться тобой воспользоваться. Твоя задача, сынок, этого не допустить. Всегда держи в уме, что взрослый человек – это потенциальный источник опасности, и ты должен анализировать, почему он с тобой говорит, что он от тебя хочет. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это не значит, что нужно, блядь, охуеть, обосраться, в штаны нассать. Но в уме держать надо. Просто держать в уме. И проговорить с ним, какие ситуации бывали, как он реагировал, почему он такие решения принимал.
в этом возрасте и вообще, в принципе, люди любят, когда с ними разговаривают, исходя из того, что у них между ушами есть некий аналитический аппарат, который активен. Вот я тебе расскажу, как, например, со мной было. У меня старший брат есть, двоюродный. И я в 15 лет сказал родителям, что я даже в 10 класс не пойду. Все, идите нахуй, я, короче, скипаю. Это для долбоебов. И меня умоляли родители просто хотя бы, ну, значиться в школе на любой форме образования, чтобы был хоть какой-то аттестат. Я говорю, не, на принцип, говорю, я хочу без аттестата, чтобы я наоборот понтоваться этим хочу, что у меня нету школьного аттестата. И они позвали вот этого старшего брата. Он зашел, мы полчаса говорили о чем угодно, кроме этого, и в конце, вставая, он уже оделся, и вот так вот разворачивается, как будто что-то забыл, говорит, да, и кстати, твоя мать меня просила с тобой поговорить, чтобы ты из школы не уходил. Говорит, я вот это не стал делать, потому что я знаю, что ты взрослый человек, и ты примешь правильное решение. И ушел. Представляешь, какая разница в педагогическом подходе? Как часто твой сын чувствует, что ты с ним разговариваешь как со взрослым, а не как с табуретом? Вообще постоянно разговариваю Постоянно. с ним. А если я... Постоянно. Нет, На рав- я не на спросил, равных, как часто ты с ним на- разговариваешь. на равных стараюсь А если беседовать, я и сейчас всегда у него это считать. спрошу, а он мне как ответит на это? Скажет, что мама меня пилит. Да. Соответственно, что? Как это понимать? Значит, что я недостаточно права, Нет, да. Ну, зачем ты мне так... мне, Если ты знаешь, мне что у него казалось, другое мнение, зачем ты мне так говоришь? мне всегда казалось, что я считаюсь его мнением, а оказывается, что да, на самом деле, видимо, не Хорошо. считаюсь. Давай Мгм. классическое, как бы, Да. классическое Ага. засаживание произведем. Да. Насколько проблемные отношения у тебя дома со своими родителями были? А, Тоже недавно вот случилось вот то, что случилось, когда я начала копаться в себе и понимать, что все, что со мной сейчас происходит, все мои проблемы, они идут из детства. Великолепное наблюдение, Да, продолжаем. да, это уже маленькая победа. Ну Да. вот, и да, есть проблемы. Мама абьюзер, Абьюз. папа... А что такое абьюз? Ну, она, допустим, Нет, постоянно я не говорю, мне... что она делала, я говорю, что такое абьюз. Она тиранит меня, Я не она... говорю, что она делала, я спрашиваю, что такое абьюз. Как переводится это слово? Что это такое? Ну, по мне, так это, ну, насилие какое-то, но моральное. Если есть слово моральное насилие, зачем говорить абьюз? Просто моральное Хорошо, насилие. хорошо, буду говорить моральное насилие. А в чем С состояло сегодняшнего моральное дня, насилие? Арсен Ашотович, клянусь, В чем исправлю. состояло моральное насилие? Она не давала мне взрослеть изначально, то есть она постоянно ну, даже сейчас это происходит, все мои друзья в курсе, что я тот человек, мне 35 лет, я каждый день перед сном звоню маме, чтобы сказать, где я нахожусь. Она звонит по видеосвязи, чтобы посмотреть внимательно вокруг, кто находится в Ну, это квартире. гиперопека называется. Ну, да, А зачем может быть так. это называть абьюзом? Она принимает решения во всех моих жизненных событиях. Она То есть принимает решения во всех твоих она, жизненных событиях. Я говорю. да. Или ты позволяешь ей принимать решения во Я всех твоих жизненных. позволяю, и ничего этого не могу поделать с собой. Да, вот я Ты позволяю. ничего не можешь с этим поделать, или Мгм. ты выбираешь ничего не делать с этим? Вот, я выбираю ничего с этим не делать. Потому что, да, кстати говоря, вот те самые мои друзья, которые тебя обожают, они мне говорят, что нужно от нее дистанцироваться. Вот там, она мне как-то мешает и так далее. На что я отвечаю, ей 75 лет, ей так недолго осталось. Как же я могу ее Ты бросить? знаешь, И как же я могу... знаешь, что в таких случаях очень классический случай? Не Мама знаю. живет до 105 лет. Дай бог, Ну, я тебе наверное. говорю, это прямо классика, железобетонная. Просто я тебе говорю. Вот, но у меня тоже старенький папа был, недавно ушел из жизни. Я понимаю, это твое опасение. Хочется своего предка сильно, не шокировать своими жизненными решениями. Но тут мы с тобой нащупываем очень интересную почву. Это моя любимая тема 2016 года. Кстати, я тебе очень рекомендую вот эту баночку приобрести. Сейчас тебе ее покажу. Ты знаешь, я недавно ее в космос запускал. Вот эту вот баночку я тебе очень рекомендую. На Озоне купить. Хорошо. Вот, и Так. закидывать по полграмма утром и вечером. Будет прямо вообще кайфово. И вот смотри. Мгм. Гиперопекающие родители по поведению и по модели взаимодействия это террористы. С ними разговоры и переговоры бесполезны абсолютно. Они вообще ничего не понимают. Абсолютно.
И у них еще в их понимании есть железобетонное алиби, что они хотят как лучше. А значит, все, пиздец, они там в такой правоте находятся, что им просто похуй. Поэтому это простой выбор. Надо принять решение, кто будет жить, ты или она. То есть родитель буквально, когда он гиперопекающий, он тебя поставил к стене и вот так вот целится Вальтером в тебя, вот так вот глаз закрыт, сейчас будет стрелять. Вот. И, к сожалению, я своим родителям так объяснял. Я им сказал, я говорю, вы на меня напали с формулировкой «ты или мы». Говорю, я не хотел, я хотел бы, чтобы этот год был мирный, но я себя не дам захуячить. Извините, при всем уважении, себя захуячить не дам. Вот. И мне мать говорила, ты не пойдешь в университет, отец умрет от инфаркта, от такого позора, что сын быдло. Я умру от инфаркта, что сын довел отца до смерти. А твой старший брат, он пока зарабатывать не умеет, и вы вместе умрете на улице от голода. Знаешь, что я сделал? Я не остался в университете. То есть я моральное решение принял, что я по эффекту домино всю свою семью казню. Ну вот так вот. Блядь, жизнь, понимаешь, это жизнь, я не виноват. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Тут реально таким раком тебя ставят, причем настолько неудобно. Да. Можно вопрос? А нет такого, что мужчинам принимать вот такое серьезное решение как-то проще? Конечно, конечно, ты права. А как Конечно. быть? Как быть? Как Вот я быть? девочка. И... Сладость ты моя, мой мед по ушам. Как быть? Это мой любимый вопрос. Как быть? Ну, как быть, как быть? Выбирать. Надо выбирать. Понимаешь, почему ты кайфово очень живешь? В том плане, что у тебя многие вещи не меняются до 35 лет. Да? Прекрасно, кстати, выглядишь. Я бы не подумал. Я бы подумал, что ты меня младше даже. Да? Спасибо. Вот. И вот смотри. Вот те формулировки, которые ты выдаешь, у тебя абсолютно нормальная, естественная защитная реакция. Она заключается в том, что ты отказываешься выбирать. Ты говоришь себе, вот сейчас оно пусть застынет, как есть, да, переждем. Вот такая защитная реакция, переждем. Проблема в том, какая это как бы решение, оно на самом деле корректное, оно рабочее. Проблема в том, что время заканчивается, мы не бесконечно живем. Вот. Что такое принять решение? Принять решение – это сказать жизни «да». Понимаешь? То есть я уверен, что все твои близкие знакомые говорят тебе, что у тебя нереализованный потенциал, что ты яркий человек. И это правда. Все говорят так, видишь? Всем так говорят, Арсен. Нет, не все. Нет, далеко не всем так говорят. Далеко не всем так говорят. Далеко не всем так говорят. Почему это так? Потому что, смотри, выбор, то бишь решение, это канализация энергии. Канализация не в значении сточная, а в значении сужения до одного луча. И когда ты не принимаешь выборы, ты не можешь сфокусировать луч, по которому это пойдет. Вот возьми сына, отведи там, не знаю, на вольную борьбу. Да, там, подпиши его на мой детский канал «Базовичок». Общайся с ним как взрослым человеком. Прими решение. Какое решение ты не можешь принять относительно сына? Как отпустить его, ну, именно вот отпустить в Совершенно неправильная формулировка. Ты не можешь принять решение, рискнуть, дать пространство для риска, чтобы он был взрослым. Да, Ты хочешь без рискового, чтобы все было. Гарантированно. Именно так. Надо его кастрировать, связать и держать дома. Вот тогда будет то, что ты хочешь. Я, как родитель, понимаю на 100%, насколько это, блядь, вообще ебет мозг. Мой отец святой человек. Молюсь на него каждый день. Жалко, что я не успел ему это сказать. Я много что успел, вот это не успел. Я сейчас подошел к нему и сказал: папа, как же ты нахуй был прав, и каким я был тупым нахуй бараном. Когда он мне говорил, я свешивался с окна на балконе, он говорил: обратно зайди. Я говорю: я долбоеб, по-твоему, я типа в 15 лет с балкона упаду? Он говорил: будут свои дети, блядь, поймешь. Что хуйня какая-то. Пошел в 15 лет там ночью гулять с какими-то долбоебами, алкоголиками, гопниками. Вот. Говорит: опять ты с этими дебилами. Я говорю: да, блядь, я что, не понимаю, что происходит, что ли? Говорит: ёб твою мать, блядь. Вырастешь, поймешь. Вот я вырос сейчас и понял. Да, но смотри, что ты можешь сделать. Ты можешь как можно раньше научить его принимать самостоятельно правильные решения. Чем дольше мы это откладываем, тем более фатальные ошибки.
То есть, если ребенок научился решать конфликты в песочнице, он ошибок не совершает вообще во взрослой жизни. Например, мне моча в голову ударила того, что я звездочка, в 16 году. Тогда уровень ошибок был, это пару сотен тысяч рублей. И сейчас, и многое время потом я этого повторять не буду. Если бы я сейчас звезду поймал, то убытки были бы уже на миллионы долларов. Понимаешь разницу? Да, конечно. Поэтому приступай как можно раньше, дай ему пространство для принятия самостоятельных решений и помогай ему их анализировать. Либо кастрируй и в смирительную рубашку, и в комнату. Спасибо, Арсен. Еще Я тебя вопросы поняла. есть какие-то? Ну, и еще один такой, но он уже не такой высоконравственный по Да, сравнению с тем, что спрашивала. пожалуйста, это По не обязательно. по У поводу нас моих вообще, комплексов у нас 35-летней вообще женщины. низконравственное шоу, я бы сказал. Так Да, вот, всем ребятам там тоже да, вопрос. Арсен, да. очень много слышу о том, что там взрослые мужчины все-таки А. заглядываются на молодых. И вот у меня не было вообще никаких Ложь, комплексов. ложь, пиздеж. То есть есть такое, что я Не такая думаю, ну вот сметь, Арсен же говорит, мне не 35, сметь, это все, там неправда. можно хранить себя уже и так далее. Только вот бабушка сегодня со мной ругалась в Инстаграме в комментариях, я на Мгм. нее засматриваюсь. На молодых никогда. Ладно, Арсен, я тебя поняла. Так, ну и вопрос. Скажи, что есть шанс. Ну, На я не замужем, но на есть что шанс. шанс? На что Выйти шанс? замуж. Если бы сейчас меня, мой аналитический аппарат, посадили бы в тебя, я бы через 20 минут сделал так, что вот я по эту сторону экрана сделал бы тебе публичное предложение. Вы не понимаете, вы знаете, что мы бараны, но вы не понимаете, в какой степени. Вы не понимаете, в какой степени мы бараны. И то, чему я учу женщин, которые у меня, Мгм. я объясняю, говорю, у вас у всех есть объективные минусы. У всех. У кого-то фатальные с точки зрения моего учения для мужчин. Вам должно Ага. быть на них похуй. Это все равно, что Майк Тайсон сказал бы, я ростом 1,70 м, поэтому я не могу не то, что чемпионом мира стать, я не могу даже просто драться в этой весовой категории. Это нужен совершенно другой майндсет. Совершенно другой. Ты должна понять, что мужчина это наркоман. Это во-первых. Наркоман. Наркоман за дозу готов на все. У меня есть такое выражение, я его пишу всегда. Не существует той степени самоунижения, на которую мужчина не готов для того, чтобы получить женское тепло. Ты о себе мыслишь категориями параметров. Рост, талия, вес, возраст, сын. А должна мыслить о себе категории. Вот мне пишут, Майк Тайсон какого роста, блядь. Расскажи мне, какого роста Майк Тайсон. Я его вживую видел. Поэтому ты должна к себе относиться только с категорией того, как сильно ты вставляешь. Вот и все. Как сильно ты вставляешь. То есть, если ты можешь вставить по-настоящему сильно, чтобы человек просто прихуел, прям капитально сидел вот так вот, Могу. его не остановит и не будет интересовать совершенно ничего. Был такой знаменитый, тоже 1,70 м, француз. Вот я у него в столице здесь пребываю. У него жена такая, блядь, последняя была. Он знал, что она ебалась со всеми. Надо будет сходить на его могилу поссать, кстати, сегодня. Понимаешь? Да, Да? понимаю. И он ничего не мог сделать. Когда он приезжал с походов военных, он писал ей письмо. Буду через 3 дня, не мойся. Да-да-да. Знаю такой, да, Ну, читала. пиздец же. А это самый гордый, самый высокомерный, считающий себя избранным. Поэтому мы все бараны в терминальной стадии. И здесь тебе нужно вообще к этому относиться очень спокойно. И просто перестать... Сейчас к этому надо относиться как к соревнованиям по единоборствам. То есть, да, у меня есть определенные параметры, я буду эти определенные параметры просто утилизировать максимально. Типа руки короткие, поэтому стиль боя будет вот такой. Да, там все, как бы бороться умею, боксировать не умею, поэтому буду переводить в партер. Вот у тебя так же. У меня есть сын, я в разводе, окей, поэтому буду брать тем, что там нулевая мозгоебля и нулевое ЧСВ. Типа Есть такого. такое, да? Ну, это видно. Ты думаешь, что у тебя такой хороший характер просто так, блядь? Ну, на виду я имею в виду Так я хороший. Так-то я не бы знаю. и не стала тебя смотреть, будь у меня плохой Вот. характер. Хорошо, зафиксировали. Да, Артем, Зафиксировали. спасибо огромное вам. На Огромное вам спасибо. здоровье, да. Я прямо благодарна. Все, сыну привет, и Спасибо. скоро запустим канал Базовичок. Пусть Будем ждать. подключается. Все, Спасибо давай, большое. доброго вечера. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи.
Уже Да-да-да, в да-да, глазах я так такая: плывет. "Это Да. нервы, Это Арсен, я нервы. же Просто я волнуюсь, что ты мне стерва. Я объяснишь". понял, да. А говорят, милфочки не смотрят. Пожалуйста.